язык по-человечески. То есть учитель берет нас за обучение ведического, духовных увязаний вам не даст. In this Ayurveda it says that in Agni Yoga it says that if a spiritual teacher takes money for his teachings, then don't go to him because he will not be able to give you spiritual knowledge. Yes, that's true. Это так. Значит, я попал туда. So I'm in the right place, he said. Because wisdom should not be sold at a cost. Потому что мудрость не должна продаваться за деньги. It will be just like selling sunlight and selling air like that. Это все равно, что продавать воздух и солнечный свет. Воду у нас уже продают, воздух и солнечный свет. Не знаю, как упаковать пока. Значит, как развитие вроде бы был налог на воздух для администрации. Если не ошибаюсь, Вы в этом, в Японии есть же автоматы. Дышать кислород. У нас в России был сегодня налог на печную трубу. Что? Налог на печную трубу. То есть, если ты в доме имеешь печь с трубой, нужно платить налог. Поэтому было очень много их по-черному топили без выхода дыма наружу. Представляешь? Because when we try to transmit light, we receive more and more light. Потому что когда мы пытаемся провести свет через себя, то получаем все больше и больше света. That is the cosmic law. Это космический закон. So now I will explain that how you can produce an artificial disease in a required manner. А теперь я буду объяснять, как можно вызвать искусственную болезнь определенным образом, требуемым образом. What Dr. Hahnemann has, he could, how he could bring this science is that he could identify the substances and he can identify the medicinal properties of the substances. Как Ганеман пришел к этому? Он мог идентифицировать какие-то субстанции и мог идентифицировать, то есть определять какие-то медицинские свойства этих субстанций. And according to homeopathy, medicinal property means И по меркам гомеопатии медицинские свойства это значит the capacity of a substance to produce a strong disturbance or an artificial disease in a healthy person. это определение медицинских свойств, это значит способность субстанции вызывать искусственно вызванную болезнь у здорового человека. So according to the sciences of Ayurveda or homeopathy, И по, соответственно, наукам аюрведы и гомеопатии all the substances can be classified into two types. все субстанции могут быть классифицированы, разделены на две категории. Foods and non-foods. Еда или не еда, пища или не пища. And these non-foods foods technically can be called poisons. И то, что мы называем не пища, можно по-другому быть названо, будьте здоровы, яды. So the substances which are accepted by the vital force without Нет, any... все-таки это несъедобное, потому что eatable and non-eatable, съедобное, No. съедобное, а это все-таки foods and non-foods, именно пища и не пища. So the substances which are accepted by vital force without
any obstruction or without any hesitation, and the substances which replenish and strengthen the vital force, they are called foods. Итак, то, что принимается нашими жизненными силами, усваивается ими и способствует их, так сказать, при умножению, называется пищей. А то, что их всячески подавляет и разрушает, называется ядами. And the substances which when you introduce them into the constitution, when they are not accepted into the constitution, and when there is a resistance in the vital force to put them out, they are called non-foods. Так вот, если конституция человека не принимает то, что дается внутрь или наносится на поверхность, то это называется ядами. So when you introduce the substances which are non-foods, когда вы назначаете субстанции, которые называются не пища, then they produce они производят what I have explained you as the primary action. то, что я уже объяснял вам как Первичное действие. When they produce primary action on the constitution, on the vital force, then the vital force starts its secondary action to eliminate them. Когда они первичное свое действие оказали на витальную силу или на конституцию, то витальная сила и конституция начинают как-то бороться с этим. И вот эта их ответная реакция называется вторичное действие. So that means you can induce the secondary action in the vital force by using the substances. И таким образом мы можем индуцировать или вызвать вторичную реакцию со стороны витальных сил именно назначением вот этой субстанции. Then Hahnemann, what he did is that you can experiment, that means you can use these substances to induce the secondary action in the constitution of a healthy person. И Ганеман обнаружил, что вот эти вторичные реакции можно вызвать у здоровых людей. Ответ, вот эти реакции конституции или витальных сил вторичные можно вызывать у здоровых людей. So only those substances which can induce a secondary action in the vital force can be used as remedies. И только те субстанции, которые могут вызывать вторичные реакции у жизненных сил, могут называться лекарствами. Because that is called the medicinal property of the substance. Потому что это и называется медицинской способностью субстанции. Или медицинскими свойствами субстанции. So the primary action and the secondary action, this is a phenomenon which is there in nature, which is governed by nature. Итак, и первичная реакция, и вторичная реакция – это феномены, которые, так сказать, даются природой, от природы. Because as I explained you earlier, when any factor that makes such an effort to interfere with the functioning of vital force, that produces primary action, and then the vital force produces secondary action to eliminate the factor and regain normalcy. Итак, я уже сказал, что любая субстанция, которая пытается как-то повлиять на витальную силу,
вызывает у нее первичную реакцию. И потом витальная сила для того, чтобы себя защитить и освободиться от этой субстанции, реагирует вторичной реакцией. Now Heinemann has proved that by making use of the substances which are not foods, we can also do the same effect which there is happening in nature. И Ведам обнаружил, что, используя такие субстанции, как не пища или яды, мы можем вызывать такие же эффекты, как и у природы. And in this process, И в этом процессе, when you can produce the secondary action which is similar to the secondary action of the vital force towards a disease, и когда мы можем вызывать с помощью субстанций такую же вторичную реакцию, которая возникает у витальных сил, когда они борются к какому-то заболеванию, that means против какого-то заболевания, это значит, if you can produce an artificial disease which is quite similar to the original disease, to the natural disease, это значит, что можно сымитировать, вызвать искусственную болезнь, именно вызвать искусственную болезнь, которая будет абсолютно похожа на естественное заболевание. then it is possible that you can make the vital force, you can strengthen the vital force and you can make the vital force overcome the effect of the disease and eliminate the disease. И тогда получается так, что витальная сила, способная сопротивляться этому заболеванию до такой степени, чтобы это заболевание упразднить, элиминировать. Ой, ну нет. Все-таки это по-другому. Он сказал, что у нас есть возможность, используя вот эти вот субстанции, имитировать, ну вот, как бы вызывать такую же болезнь, какую вызывают всякие другие факторы. И тогда, если мы применяем эти субстанции, они способны вот эту вот реакцию, основную болезнь вылечить. Если мы имитируем, применяя вот эти субстанции, имитируем эту болезнь, искусственно вызываем ее, когда она уже есть, тогда основная болезнь уходит. Это как Лечение подобное. Как принцип прививки Я это и получается. сказала. Там Can you repeat once again? She's just repeating what I just said. Let's make it clear. Yes. What Heinemann has proved that if you could produce an artificial disease, То, что Ведам доказал, что если можно индуцировать искусственное заболевание, so artificial disease means что значит искусственное заболевание? the secondary action induced by applying a substance which is non-food. Вторичная реакция вызывается субстанцией, которая называется ядом или не пищей. So if this artificial disease, если это искусственное заболевание, it has a similarity. имеет сходство. Similarity means it could produce exactly similar secondary action, which is quite similar to the secondary action from the original disease. Что значит сходство? О каком сходстве мы говорим? Мы говорим о сходстве вторичной реакции, вызванной искусственным заболеванием и естественным заболеванием. Then Тогда it facilitates or strengthens the vital force. это способствует тому, чтобы жизненная сила, and by giving the same direction, направляя ее таким же образом, it enhances the effect of the effort of the vital force. она усиливает эффект жизненных сил. Вот эта вот вторичная реакция, которая одинаково индуцируется искусственным и естественным заболеванием. And then the vital force can eliminate the effect of the original factor which is disturbing. И таким образом витальные силы могут упразднить влияние вот этого фактора, который является мешающим или нарушающим. Is it clear?
Это понятно? Нет, вот о каком факторе говорится? О том факторе, который вызвал заболевание изначально. Я так понимаю, что Вот вот фактор, есть заболевание, есть she's asking. вторичная реакция, то есть от этого заболевания, да, и есть не пища, которая может вызвать эту же такую же вторичную реакцию. Да, как в случае искусственно вызванного заболевания, так в случае Да, для того, естественно. чтобы усилить действие витальных сил. Да. Если нету этого заболевания, зачем нам вызывать действие витальных сил против этого типа Речь идет заболевания? о лечении. Речь идет о том, что Можно я переведу тогда Сашин вопрос, да? She's wondering if there is no illness, why induce artificial illness? Да? Если нет заболевания, зачем вызывать искусственное заболевание? Ты спрашиваешь, да? Да. Okay. When there is no illness, we should not produce artificial illness. Надо лечить. If there is illness, to eliminate this illness, we have to produce artificial illness. That is what Hanuman says. Когда заболевания нет никакого, то не нужно вызывать заболевание. Искусственное заболевание вызывается тогда, когда есть естественное заболевание. Но если есть естественное заболевание, соответственно, есть же вторичная реакция. Саша, смотри, Ананта Кришна говорит только... Можно говорит, давай, Мила, чтобы нам не сидеть целый час на одном месте. Что? Пусть Оксана, которая уже проходила этот курс, пусть она объяснит. Let Оксана translate because she was doing this course. Yes, And I agree. Да, пожалуйста. Спасибо. Просто я хочу объяснить, что он говорит только о том, когда есть болезнь в человеке, которую необходимо лечить. У тебя есть вот эта вот совокупность симптомов. Для того, чтобы излечить эту болезнь в соответствии с совокупностью этих симптомов, тебе назначают лекарство, или яд, non-foods, которая по своему действию, она вызывает такую вторичную реакцию в твоем организме. Это лекарство вызывает этот эффект, что это соответствует той совокупности симптомов, которые у тебя были до этого в организме. И таким образом влияет на весь твой организм в целом, что через микроболезнь он усиливает действие витальной силы, да, через точно такую же болезнь, которая искусственным образом внедряет в твой организм. Это вот как при кашле, понимаешь? Вот, например, у нас я кашель. Спросить, а чем привык к этому? Ну вот смотри, кашель у тебя есть. Ты не должна подавлять этот кашель. Ты пьешь отхаркивающие препараты. То, что наоборот усиляет твой кашель. Maybe you give an example of what you have just said, so that it could be more clear. Вот пошли дальше, и потом объясним, Он потом, там будет. а мы уже будем Основное материалы разбирать, чтобы не пройдем Основное. I will give you an example, then you can understand. Сейчас будет пример, и вы поймете. Suppose a person has, she has, in a person, some symptoms were produced by the vital force due to the secondary action. К примеру, у человека есть какая-то совокупность симптомов, которые производят вторичное действие. Because there was some factor disturbing the functioning of the vital force, which we call the disease factor. Потому что до этого были какие-то факторы, которые нарушили действие витальной силы. Назовем это нарушающими факторами или болезнью. And in this process of producing secondary action, it has produced certain symptoms. И в результате действия этой силы, вторичного действия мы получили какие-то симптомы. For example, например, one of the symptoms is nausea. Например, один из симптомов это тошнота. And then vomiting. Рвота. And then vertigo.
Вертиго, головокружение. fever, Температура, discomfort, дискомфорт. So these are all the symptoms which are produced due to the secondary action of the vital force in its reaction towards the factor, because it is trying to eliminate the factor. So for that it has produced secondary action and symptoms are produced. Значит, все эти симптомы были произведены в результате того, что наша витальная сила для того, чтобы привести всю систему в равновесие, производит вторичное действие. В результате этого, значит, появляется все вышеперечисленное. So here this is called the natural disease. Здесь это называется естественными болезнями. Because this is caused because of some factor which has come naturally. Потому что, в данном случае эта болезнь обусловлена такими факторами, которые, естественно существуют. Now you have a substance И вот у вас есть вещество, which is non-food, которое, называется не пища. and it was proved before that when this substance was introduced into a person, a healthy person, И, значит, до этого было доказано, что когда это вещество попадает в организм здорового человека, then this substance has produced its primary action in the healthy person. Значит, это вещество начинает производить так называемое первичное действие в организме этого человека. And the vital force of this healthy person started a secondary action to eliminate this substance. И жизненная сила, витальная сила, значит, в этом организме, значит, запускает вторичное действие, которое направлено на восстановление равновесия организма, витальной силы. And in this process, it has produced symptoms also. It has also produced symptoms. И, значит, в этом случае витальная сила, значит, производит следующие симптомы, Which are quite similar to these symptoms. которые практически, такие же, как вот эти симптомы. For example, here also, for example, in this example also, the vital force of the healthy person, where you have put this, it has produced similar symptoms. It has produced nausea, vomiting, vertigo, fever, discomfort in a healthy person. Такой, как существенный момент, обратите на это внимание, что витальная сила в организме здорового человека при приеме данного препарата начинает производить следующие симптомы, как вышеперечисленные. This was proved. This was subjected to what is called the phenomenon of proving. Это было определено так называемым опытным путем, да. Нет, не опытным, а доказательным. Доказательным путем. So it was proved on the constitution of many healthy persons. It was proved, and it was found that in all the persons, the vital force produces a secondary action producing these symptoms. Каким образом было выяснено, что именно это лекарство вызывает эти симптомы? Это было выяснено в результате того, что на многих здоровых людях испытывалось это лекарство, и оно во всех случаях вызывало вышеперечисленные симптомы. То есть таким экспериментальным путем это было доказано. Then it is confirmed that substance can induce that type of secondary action in the vital force to produce such symptoms. И также было доказано, что это вещество может воздействовать на вторичное действие в организме человека, если он имеет такие нарушения. То есть было доказано, что и на организм больного человека это вещество оказывает положительное влияние, выравнивает ситуацию. And now we have taken this substance and
we have used this substance in this person, where due to the natural cause in this person, it has produced a secondary action to produce these symptoms, and in this person we have used this substance because it has a very quite similar secondary action. Because of this we have used this substance. Ну и поскольку вот у нашего больного наблюдается вторичное действие, ну вот там с описанными симптомами, мы берем этот препарат и применяем к этому больному. And for example, that substance is called ipecac. И, к примеру, это вещество называется эпикок. So this ipecac was proved before on many healthy persons that it can induce this similar secondary action to produce these symptoms. Ну и значит, такое лекарство эпикоки было доказано, что на многих здоровых пациентах, что его можно использовать для того, чтобы убрать вот эту вот вторичную реакцию и нормализовать, ну как бы привести в организм в порядок, убрать все вот симптомы. Now in this person where the secondary action was produced because of the factor, disease factor, in this person you have applied this substance because it has very similar action. Ну, в общем, начинаем применять это лекарство. Then what happens is you are producing an artificial disease by using a substance. И что же происходит? В организме мы ну, как бы инициируем искусственную болезнь, которая обладает все теми же симптомами, которые уже имеет больной человек. So, you can produce this artificial disease in the required intensity. Таким образом, вы можете вызывать эту искусственную болезнь с необходимой вам интенсивностью. So that it is stronger than the natural one. И она будет как бы сильнее, чем его естественное заболевание. Then there is a principle in nature. И есть такой принцип в природе. That two diseases, when they are similar, который заключается в следующем, что если есть две болезни, которые схожи, the one which is stronger will eliminate the which is weaker. Ну, та болезнь, которая сильнее, победит более слабую. When there is no similarity, Если нет схожести, then the one disease cannot eliminate the other disease. Both the diseases can exist. значит, одна болезнь другую не поглотит. Они будут существовать параллельно. So that is what you find the difference in the antipathic or allopathic application and homeopathic application. Ну вот, вы вот эту разницу и увидите при гомеопатическом применении и антипатическом применении. Because in the allopathic application you are applying a substance. Allopathic. In the normal medicine, in that application you are applying a substance where there is no similarity. Therefore, the substance which you are applying as a medicine, it produces its disease, and there is natural disease. They have no similarity. So both of them can stay together. Ну и вот такой ужас происходит при лечении аллопатическими методами, поскольку значит, вы пытаетесь лечить болезнь методами, которые ну, как бы противоположны существующей болезни, и в итоге значит, эти методы вызывают еще одно заболевание в теле. И таким образом вы уже имеете ну, как минимум две болезни, которые параллельно существуют в вашем теле. So when you produce an artificial disease stronger than the original disease, where there is similarity, таким образом, когда вы искусственным образом вызываете в организме болезнь со схожими симптомами, ну, которыми уже этот организм обладал до того, как вы вызывали